Привет! Вы на канале Витим, и в этом выпуске мы путешествуем по Вьетнаму. Вьетнам – одно из самых выгодных туристических направлений для россиян в 2024 году. Безвизовый въезд, дешевая и поражающая вкусами еда, доступное жилье, круизы по $35, киношные локации и завораживающие природные места из списка наследия ЮНЕСКО. После просмотра этого видео вы точно захотите сюда прилететь. Way above the clouds, that's my plane. Working, mad, that's my name. Things I understand, that's my pain. Jan up the set, yo, that's my game. Me and them, yo, we're not the same. Mountain baby, I can't be tamed. Lifestyle mentor, riding ways, I'll Rooney up them bars that rain. I come to turn up, like 1, 2 flame. Это страна самой знаменитой платформы, родина огнетушителей и соленых кальмарчиков. Но это не точно. И это Вьетнам! Мы летели в аэропорт Ханоя из Бангкока. Билеты авиакомпании AirAsia стоили $65 на человека, а сам перелет занял меньше 2 часов. Мы очень быстро прошли паспортный контроль, собрали багаж и стали думать о том, как добраться до центра города. Итак, мы в Ханое, и первое, что нам нужно сделать, это, конечно, получить наш багаж. Затем купить симку, но мы решили покупать ее в городе, потому что я прочитала, что в аэропорту гораздо больше за нее просят денег, буквально в 4 раза. И поменять деньги. А что ты улыбаешься? И что? Запиши. Весело мне. Меня только что унизила женщина из паспортного контроля, но вот так на меня смотрела. Кажется, она была недовольна тебя видеть в этой стране. Но посмотрим, как сложится наше путешествие. Все произошло очень быстро. Мы купили сим-карту за 250 тысяч донгов. Это $10. Скорость 5 гигабайт в день. Дальше лимит, но очень низкая скорость. Подготовка к поездке, конечно, была такая. В попыхах мы не посмотрели, далеко ли находится аэропорт от города. Оказалось, в 25 километрах 45 минут ехать, как показывает Google карта. Поэтому мы подумали, что, может быть, найдем автобус, потому что нам некуда спешить. Заселение в отель только в 2 часа дня, а сейчас 9 утра. Поэтому сейчас попробуем найти автобус и расскажем вам про цены. Так, вижу автобус, надо успеть на него. Идем. Может быть, он уже в другую сторону. Зато веселее будет. Да, на удивление, сейчас вроде как сезон, но на улице так пасмурно. Как в Санкт-Петербурге. Да, при этом пасмурно, но жарко. Вот прямо серенько. Ханой встретил нас серым небом, дождливой погодой и немного криповыми лозунгами из громкоговорителей. Сразу вспомнился Оруэлл со своим большим братом из 1984. Пресвятая Богородица, спасибо. Я проверила по местному приложению Grab, оказалось, что доехать до нашего отеля стоит буквально $12. В принципе, могли бы поехать на такси, но уже сели в автобус. Я что-то подумала, что 30 километров так много, что наверняка это будет космос стоить. Да мы просто никуда не торопимся. У нас новый экспириенс, да. Смотря какой фабрикс. До города мы добрались на автобусе номер 86, который ходит каждые 45 минут. И специально для зрителей, которые планируют путешествие в Ханой, показываем расписание. Такая поездка стоила 45 тысяч донгов с человека. Да, погоду посмотрим. Они говорили, что сейчас хорошая погода и сезон. Ну что, нас с этим не испугаешь. Я думаю, это не на весь день. Кстати, о валюте. На момент съемок этого эпизода, а это май 2024 года, $1 стоит 25 тысяч донгов. Как и в большинстве азиатских стран, деньги лучше всего менять не в аэропорту, а в ювелирных лавках города. Так мы и сделали. В аэропорту поменяли небольшую сумму, чтобы добраться в центр. Я выбирала этот отель по вот этим всяким краскам. Мне понравились вот эти кисточки и яркие картины. В номерах тоже должно быть очень-очень сочненько. Ну слушай, нормально сейчас. Мне нравится смотреть, вот люди ходят, вот так в такси садятся.
что-то там копошатся. И у Вот нас эти главный маленькие. флаг Вот. коммунистический. Да. Самое основное. И вот смотри, кофейня, да, какая-то прям здесь есть. Мгм. Ну, кофейни здесь просто великое множество. Сейчас нам надо что-то выбрать, пить кофеек. Ну что, нам повезло больше, чем в Таиланде. Нас заселили пораньше. Мы заселились в отель Алиана Signature и были поражены уровнем сервиса. Нам рассказали все о достопримечательностях вокруг, где поменять деньги, где попить самый вкусный кофе, где попробовать вкуснейший стейк, а также про их туры до Ниньбини. Возможно, к последнему совету нам стоило прислушаться, но обо всем по порядку. Можем вообще никуда не ходить. Вот ты хотела Поверишь, не поверишь, я и не хотела ходить. Хотела ногти сделать, вот у нас Nail 95. Хотела на спа, Майбуи спа, пожалуйста, вот здесь. Вот здесь вот на углу, пожалуйста, сидят вон люди кушают. Вот, пожалуйста, здесь фруктики люди ждут. Все, что по кайфу. Мы в номере и обсуждаем, как мы вообще удивлены тем, как нас встретили. Такие радушные, просто светящиеся девочки с именами Рози, Джессика, в общем, и они нам минут 10 рассказывали, показывали вообще все лайфхаки по Ханою. То есть, смотрите, вот дали 2 такие огромные А4 бумажки, все исписано. В лайфхаке из серии очень много у нас на ценниках нолей. Считайте нолики. Этим пользуются всякие недобросовестные люди. Где поменять? Вот здесь вам дадут вот настолько меньше, а вот здесь настолько больше, поэтому меняйте у ювелиров. Потом, куда сходить покушать, где что посмотреть, всякие достопримечательности. Где когда Это еще ладно выходной, не понятно. выходной. Такие всякие вот маленькие детали с такой прям заботой о туристах. Я много где был, но вот так нигде не встречали. Это прям очень круто. И мы как раз, когда только зашли в отель, сели ожидать наш номер, ребята делали чекин-аут, иностранцы. И мы видели, как они Джессики. Позвали Джессику. Да, позвали Джессику, отблагодарили ее и подсунули ей денег, типсов. Теперь понятно, почему такие люди благодарные. Просто огромное реально количество лайфхаков. Мы хотели снимать, мы снимаем для вас пользу. Но получается, вся польза, видимо, уже вот здесь есть. Осталось все только перевести на русский язык, и все, выпуск готов. Да, и выпуск готов. Мы просто будем следовать рекомендациям Рози и Джессики. Даже такую вещь, как торговаться на рынке, нам тоже сказали, говорят. Не только на рынке, вообще везде, Да, даже говорит, где цена указана. Торгуйтесь везде, потому что вам везде будут причесывать лишние 10-30%, и вы можете их сбивать, и торгуйтесь. И про мафию тук-тукеров, водителей тоже нам рассказали, говорят, берите, пользуйтесь грабом. В общем, нас оберегли от всего, мы на расслабоне валяемся, мы теперь все знаем. В первые дни мы освоились в центре города, посетили несколько кафе, винтажных магазинов и даже побегали вокруг озера ранним утром. И это было отличной идеей, чтобы увидеть жизнь местных жителей, которые каждый день выходят на улицы города, чтобы заняться физкультурой. Кто-то бегает, кто-то танцует, а кто-то делает вид, что что-то делает. 22, 923, 924, 925, 26. Особенно удивляют группы людей пожилого возраста в футболках с национальной символикой. Сразу видно, как же они любят свою страну. Говоря в целом о Вьетнаме, территория Социалистической Республики Вьетнам более чем в 50 раз меньше России, а вот разница в количестве населения не столь внушительна. Россиян насчитывается чуть больше 143 миллионов, а вьетнамцев 80 миллионов человек. И если в России наблюдается кризис рождаемости, то власти Вьетнама вынуждены искусственно ограничивать население. Согласно закону, любая вьетнамская семья имеет право завести только 2 детей, а за 3-го придется платить штрафы и даже можно лишиться работы. А вот еще один интересный факт о стране. Во Вьетнаме действует запрет на количество мотоциклов. У одного человека их не может быть больше 2. Зато автомобилей можно покупать сколько угодно, были бы деньги. Так, для примера, стоимость Toyota Camry в самой простой комплектации $28 тысяч или 2,5 миллиона рублей, а BMW 3 серии будет стоить от $55 тысяч или 5,3 миллиона рублей. Но несмотря на запрет, мотоциклов в стране очень много, а привычные нам правила дорожного движения здесь не действуют. Например, чтобы перейти дорогу, нужно просто забыть про инстинкт самосохранения и идти с одинаковой скоростью, а мотоциклисты сами вас объедут. Кажется, это работает. Мы остались живых.
Вообще, мы планируем взять скутер в аренду и отправиться в местечко под названием Ниньбинь. Но после увиденного я не уверен, что мы справимся. На третий день нашего путешествия по Вьетнаму мы все-таки решились арендовать скутер. Агентство с арендой нам посоветовал наш новый приятель Сергей. Он живет в Ханое со своей семьей уже больше года и у себя в телеграм-канале рассказывает об интересных местах. Ссылку на его телеграм-канал мы оставим в описании. Там же оставим локацию с арендой. Аренда скутера в сутки обошлась нам 250 тысяч донгов или $10, а сама контора находится в довольно примечательном районе. Тот же процесс, ребят, когда снимаете скутер в любой стране, нужно снять его, как он выглядит, чтобы потом никакие на вас не повесили там царапинки или коцки какие-то. Пойдем снимем. Хотя это место нам рекомендовали, поэтому я думаю, здесь нас ребята не подведут. Но обязательно надо снять. Наша птичка на этот день. Мы решили не терять времени и сразу отправились в путь. Поставили True Crime подкаст в наушниках и поехали любоваться пейзажами Вьетнама. За первые 1,5 часа езды мы не увидели ничего интересного или красивого, кроме балансирующей собачки или смиренно пристегнутого ребенка. Но отсутствие красивых видов было не самой главной нашей проблемой. Мы решили сделать остановку где-то in the middle of nowhere. Как тебе движение во Вьетнаме? Очень серенькая, ничего красивого, я не увидел. Едешь как будто по промышленному району очень долго. Ни одного, вот просто ни одного красивого места. Ветер сильный, Да. Мы решили остановиться, потому что увидели какую-то нереальную просто тучу вокруг нас. Надеюсь, все это видно. Просто даже страшно ехать дальше, реально. И потому что дальше как будто ничего нет. Вот эта промзона закончилась, начались какие-то просто поля, причем они не обработанные, как будто все меньше и меньше цивилизации. Короче, куда я не знаю, куда мы едем. Виды, конечно, завораживают. Там тоже, да, смотри, какой-то. Дождь таки начался. А? Дождик нас настиг. Да, ну мы попили чайку с работниками этой промзоны. Ну, постоим немножко, стало прохладнее, кстати, уже хочется одеться. Да, но у меня позитивные прогнозы, потому что стало светлее. Да, я думаю, сейчас закончится, и мы поедем дальше, и мы доедем. Очень красивое место, очень красивое. По плану мы должны были доехать до Ниньбини за 2 часа, но из-за дождя мы уже потратили на дорогу больше 3. Как вдруг дождь утих, и мы увидели это. Последнее, что мы ожидали здесь увидеть, так это сооружение, похожее на кафедральный собор посреди вьетнамской деревни. На Google картах здание правда значится как собор, но позже мы сделали легкий ресерч и оказалось, что это дом местного миллиардера, который исполнил свою мечту и построил себе такое жилище стоимостью около $15 миллионов. По периметру дежурят охранники, и если честно, если бы мы знали, что это частный дом, то, может быть, и не рискнули летать над ним, ведь никогда не знаешь наверняка, какая шишка за ним стоит. Ладно, полетали и поехали дальше, рассуждая, чем же вдохновлялся хозяин. Возможно, влияние Франции оставило отпечаток в уме этого человека, ведь вторую половину 19 века французы активно колонизировали этот регион, оставив отпечаток не только в архитектуре, но и в кулинарии. Так, например, знаменитый суп фо – это модернизированное французское блюдо по-тофё, а булочка во вьетнамском бан ми очень напоминает французский багет. У китайцев, кстати, есть свое мнение на этот счет, но что бы они все ни говорили, сломить этот гордый народ не удавалось никому. Ни китайцам, ни французам, ни американцам. Практически 60 лет Вьетнам воевал с этими странами и всегда побеждал. Мы не будем подробно останавливаться на военной теме,
Но если вам интересно узнать больше о войнах во Вьетнаме, посмотрите фильмы «Пропавший отряд» и «Апокалипсис сегодня». Не думаю, что у нас получится рассказать об этих событиях лучше. Несмотря на дождь, но такой долгий путь, мы просто были рады, что добрались. Сейчас 2 часа дня, выехали мы в 9, и мы наконец-то в этом парке, и объективно сейчас вам расскажем, стоит ли оно того. Посмотрите на эту дорожку! И все, что вам нужно знать об этом месте, вы видите на экране. Здесь находятся невероятные поля, лотосы, горы и пагоды. Ах да, вот еще важная информация. От местной влажности мои волосы выглядят просто ужасно, поэтому, мне кажется, моя новая шапочка как раз исправит эту ситуацию, и буду в кадре я смотреться более аутентично. Так что, девчонки, берите на заметку, если ваши волосы тоже от влажности начинают пушаться и вести себя просто неадекватно, то вот вьетнамская шляпка в помощь. Beautiful. Beautiful. Какой там beautiful? Вот это beautiful. Вот твоя шапка поменялась. Что, Стало хуже поменьше. выглядит? Нет, лучше. Можно идти сразу собирать рис. Вход в этот парк платный и стоит 100 тысяч донгов, то есть $4. А еще 10 тысяч вам нужно будет отдать за парковку, если приедете самостоятельно. Самая удобная и выгодная парковка находится у касс с билетами для входа в парк, но по пути вас будут пытаться останавливать и рассказывать, что у них парковочные места лучше. Не верьте им, езжайте до самого конца. Хотя она очень уверенно себя вела. Да, она вышла в костюме Лю Кэнга из Mortal Kombat, конечно, там любой остановится. Ты просто не видела, она выскочила прям вот так вот перед... Ну, я видела, там ее подружки сидели, а она одна. Она просто выпрыгнула, она даже, по-моему, она немножко пролетела вот так чуть-чуть. В любой стране мира все самые красивые точки где-то наверху. Туда надо, конечно, подниматься. Вот этим мы и занимаемся. А расскажите вы, куда, на какую самую высокую точку и в какой стране вы поднимались? Да, где был самый тяжелый подъем. И самый крутой вид? Расскажите, давайте устроим А давай конкурс. мы поделимся, у тебя какое место? У меня, сложно сказать. Ну, пускай будет там Булавава, первое, что пришло в голову. Но там несложный подъем. Сложный подъем, да. Ну, я вспоминаю дома собор в Милане. Там вот такая лесенка. Если вы толстенький, туда никак не пролезть. И там забавный подъем, что очень много людей, и ты просто протискиваешь, очень тяжело пройти. Ну, а вид, конечно, шикарный. Я передумал тем временем, у меня пидурангела. Как же я мог забыть? Видимо, очень странные сооружения. 15-й iPhone позволяет приблизить и... Вот, не знаю, это последнее, что я ожидала увидеть во Вьетнаме, на севере, вот купола. Ну какая здесь интересная история с погодой. Просто мы ехали, шел дождь, было... Потеряли 2 часа. Да, было холодно в какой-то момент. А сейчас жара. Сейчас жара, ну конечно, когда поднимаешься, становится еще жарче. Когда говоришь, становится еще жарче. Но уже как бы, уже мокрый, потому что весь вспотел. Если смотреть на это по-честному, то это вот так. Смотрите, вот сюда очень красивый вид. Поворачиваемся сюда, и здесь прям город видно. Очень близко. Но вот этот вид так себе. Не чувствуется единение с природой, да, Светилка? В таких местах у меня часто возникает двоякое ощущение. С одной стороны, я нахожусь на вершине скалы, вокруг древние и загадочные горы, умиротворяющие реки и рисовые поля. А с другой стороны, десятки туристов. Не так уж и много, но достаточно для того, чтобы отвлечь тебя от растворения в природе. И только с помощью дрона у меня получается побыть эгоистом, ведь того, что в моменте вижу я с высоты, не видит больше никто из окружающих.
пока Денис снимает, сюда на вершину поднимаются туристы, и вот буквально только что были ребята, которые дружно начали сравнивать этот вид с другим. Естественно, какие-то виды были лучше, какие-то выигрывали, проигрывали. И мне подумала, что это как-то так несправедливо. Это как красоту одного человека затмевать красотой другого человека. Говорить, вот это красивее другого. Когда находишься в таких местах, стоит безоценочно смотреть на эти пейзажи, запоминать и ценить то, что создала природа. А когда сравниваешь, все равно, получается, обесцениваешь это место. Некоторые путешественники, и мы в их числе, почему-то всегда пытаются забраться на самую вершину, даже если это опасно и вид от этого не меняется. Я не могу объяснить это стремление, но и в этот раз мы поддались соблазну и залезли вплотную к дракону на вершине скалы. Делать этого мы не рекомендуем, но вы же нас все равно не послушаете. Вот чувак перед нами прям упал. Провалился ногой Провалился между... ногой между этими штучками. Ну, Да, он хорошо, в что порядке, всё аккуратно. он молодец. То есть капец. А тут люди еще разного возраста, и все лезут. Самая лучшая точка — это та, где мы стояли, откуда запускали дрон. Но сколько бы мы вам этого не говорили, вы все равно наверняка полезете наверх. Вот, а там скользко, много людей, узко и неудобно, и вообще не понаслаждаешься. Вот. Вот так вот. Так что будьте умнее, слушайтесь нас и не поднимайтесь туда дальше. Вокруг этого города много классных локаций, очень красивых, очень природных. У нас они есть и отмечены на карте. Мы поделимся этими локациями с вами, но одного дня недостаточно, чтобы посетить их всех. Там, по-моему, около 6 мест, 6 точек. Оставим их, подарим их вам. И если вы приедете больше, чем на один день, то вы успеете посетить больше мест. А оно того стоит. Сейчас время 4 часа, но когда мы приехали, было 2, и вообще вся парковка была пустая. Сейчас посмотрите, сколько автобусов за моей спиной, просто народу толпы. В общем, в 4 часа, я думаю, что люди приезжают на закат. Везде, и наверху, и на лестницах, даже на этом поле уже заметно больше туристов. Поэтому не приезжайте в 4 часа, лучше приезжать пораньше. Посмотри, сколько велосипедов добавилось. Я думаю, что люди еще с соседних, да, деревень приезжают, чтобы посмотреть. Ну да, закатная точка, скорее всего, там будет классный закат. Но когда у тебя вокруг 1000 людей, это нифига не классно. А тем более отлет с дрона, если ты хочешь сделать, там будет просто... Тебя даже не видно будет в толпе людей. Поэтому, в общем, закатное время, оно красивое, но не самое лучшее с точки зрения количества туристов других. Есть спорные локации в этом парке, Tiger Cave, и не обманули, здесь, правда, есть тайгер. А также есть фанта в виде подношений тигру. Не знала про любовь тигров к фанте. Ну и к яблочкам что-то. В общем, не тратьте мне время на Tiger Cave. В нескольких километрах от этого места есть еще одна локация, которую мы очень хотели посетить. Мы приехали в еще одну локацию с труднопроизносимым названием, оно появится вот здесь. Но мы не успеваем покататься на лодочках, но у нас есть один лайфхак. Сейчас мы его запустим. Это еще одна часть национального парка, где можно погулять и покататься на лодочках на закате. Вход платный, составляет 250 тысяч донгов или $10. Здесь есть несколько пещер и храмов, и 4 маршрута, по которым можно плыть на лодочке. В этом месте легко можно провести 3 или 4 часа, и мы бы с удовольствием так и сделали. Но сами ограничили себя по времени, и нам нужно было вернуться в отель. Это значит преодолеть еще 100 километров пути. Так что вам мы рекомендуем остаться в этом районе хотя бы на одну ночь и тщательнее исследовать места. Ну а мы поехали обратно в Ханой, где нас ждал очередной отель, вкусный ужин и крепкий сон. И раз уж мы заговорили о еде, то я хочу предупредить, что вкусных заведений в нашем путешествии было много.
Дальше мы покажем все кафе, рестораны и кофейни, которые мы посетили в Ханое, и поделимся названиями самых понравившихся мест. Ну а сейчас поговорим о самой популярной локации в этом регионе, куда мы решили отправиться туром. Мы сами занимаемся организацией таких поездок на Шри-Ланке, поэтому интересно будет оценить предложенный сервис. Успех групповых туров часто зависит от участников поездки, и в этот раз нам повезло, особенно вот с этим филиппинским парнем. С первых минут знакомства мы поняли, что он будет поднимать настроение всей группе. Hi, I'm from the Philippines. My name is Kili from Tuguegarao City. I love you. So where are you? Наша поездка началась в 8:40 утра. Мы успели спокойно позавтракать и даже потренироваться. Я считаю, что такое комфортное время выезда – это большой плюс. Наш вьетнамский гид периодически что-то рассказывал, но мы не всегда понимали его акцент. We are going to visit the oyster farm in Phnom Penh. Что еще мне нравится, так это когда есть комфортные остановки на кофеек или туалет. Денис заставил меня сделать эту запись. Только что у нас была техническая остановка на туалет, я сходила в туалет и пришла вся в эмоциях, что так все хорошо, бумага есть, кабинок очень много. Я вообще слышала, что на ютубе даже есть каналы про туалеты в Азии и какая страна что может предложить. Вот Вьетнам в этом плане здорово и даже бесплатно. Понимаете, от туристов вот даже никто как будто бы и не требует денег, никто не смотрит на туриста как источник какого-то дохода. Это приятно. Спасибо, Вьетнам. А вот все эти туристические места наподобие жемчужной фермы, садов специй и фабрик кожи нас совершенно не привлекают. Хорошо, что с нами был Кили, который очень забавно стримил весь тур. У нас в группе есть угарный чувак, стример из Филиппин. Он просто стримит всю дорогу. Просто если кому-то недостаточно информации, которую вы почерпнули из нашего видео, вы можете найти этого типа. У него, я думаю, что в ТикТоке есть прямой эфир, я думаю, он его сохранит. Там будет 16 часов экскурсии, все полностью будет записано, если у него хватит батарейки. Вообще мы едем, завидуем его стойкости его аккумулятора. Ну, для меня минусы таких туров групповых в том, что тебя водят по заведомо выстроенным маршрутам. Естественно, они пролегают через магазины сувенирные. В общем, я не чувствую в этом какой-то трушности. Покупать я ничего не собираюсь. Даже не смотрела на цены, но давайте посмотрим на цены, кстати. Итак, смотрим на цены. Это у нас 2 миллиона 250 донгов за такой кулончик. 2 миллиона 250, это чуть меньше $100. Это я к тому, что вместо того, чтобы ходить по магазинам, я бы, наверное, уже каталась бы на каяках в самой этой долине и наслаждалась бы природой, локацией, мощью этого места. Но вот мы трёмся в магазинчике. Я забронировала эту поездку заранее, пока мы были еще на Шри-Ланке, за $38 с человека. Пыталась купить тур на определенное судно, но только после платежа поняла, что у нас будет какая-то другая лодка, так что нас ждал полный сюрприз. В стоимость поездки входит трансфер из отеля и обратно, ланч-буфет и сама прогулка на лодке по локациям, которые мы покажем дальше. Так, вот это судно, надеюсь, не наше, оно некрасивое. На самом деле тур стоит всего $35 с человека. Почему выбрали его? Я где-то у какого-то блогера тоже увидела, что он поехал в тур, он был очень доволен. Я прочитала, как называется их судно, что-то типа Марис, по-моему. И просто пошла в Google, набрала Марис, Халонг Бэй, тур. Сразу вышел сайт trip.com. И там реально было это название, Марис и все такое. Я думаю, я их нашла. Начала оформлять этот билет быстро. Цена вдруг стала $35. Такая, вау, классно, очень суперски, экономия. Я купила 2 билета. И на моменте, когда я уже покупала, я вижу, что там вообще другое название агентства, вообще не Марис. Поэтому я без понятия, что за плот, лодка у нас будет. Может быть, это будет не очень красивая вообще лодка. Но если все будет классно, то получается и экономия, и лодка суперская. И, в принципе, у нас команда такая здоровская, интернациональная, забавная. Какой-то блогер, влогер, какой-то индус клевый, да.
А вот и наш, да, совсем не Марис, наш корабль. Ну, кстати, смотрите, пальмы нас встречают. Пальмы. Так, сейчас сам вообще входной билет сюда стоит $12 или 13 где-то, да. Если вы еще не догадались, то мы плывем в бухту Халонг. Это место называют самой популярной локацией во Вьетнаме, и мы не могли ее пропустить. Я приезжаю сюда уже во второй раз, и это неудивительно, ведь в такие виды хочется возвращаться. Оптимальные месяцы для посещения с мая по август. К сожалению, в другое время над бухтой часто стоят туманы, что, конечно, не дает о ней полного представления. В летние месяцы на севере страны стоит жаркая погода, поэтому вы можете провести здесь полноценный отпуск, сочетая экскурсии и пляжный отдых. Вот несколько интересных фактов и легенд о бухте Халонг. Бухта Халонг, название которой переводится с вьетнамского как «спускающийся дракон», состоит из более чем 3000 островов. По легенде, эту бухту создал огромный красный дракон, спустившийся с небес. Помимо необыкновенной красоты, есть у этой бухты еще одна особенность, принесшая ей известность. Как утверждают местные жители, в здешних водах поныне живет дракон, вьетнамская разновидность лохнесского чудовища, которого изредка видят рыбаки. Бухта Халонг стала местом съемки голливудского фильма «Конг. Остров черепа». Ну и конечно же, это место включено в список наследия ЮНЕСКО. Куда же без него? В рамках этого тура нас больше всего привлекала возможность поплавать на каяке самостоятельно, хотя наш гид всячески пытался отговорить нас от этой затеи, уверяя, что плавать на каяке небезопасно и можно перевернуться. Мы же взяли все свои айфоны, камеры и погрузились на каяк. Нам кажется, гид перестраховался и шанс перевернуться небольшой, но если вы опасаетесь, то есть альтернатива. Вот такая групповая лодка. Гуманитарная миссия. Нет, надо вытащить пакет. Не гуманитарная, а экологическая экспедиция просто. Пакет такой, господи, станьте мне здесь хорошо. Дело сделано. Команда сработала на ура. Очищаем воды Вьетнама. моря. Кажется, вода здесь иногда поднимается, потому что есть такие полосочки. Гид нас агитировал на спидборд или на вот такую вот лодочку, говоря, что есть большой шанс перевернуться на каяке. У нас много ребят на каяках, никто еще не перевернулся. О, а вот это красиво. А вот это красиво. Демонстрация. Тот, кто делает падл, гребет, тому надо, конечно, плавочки брать. Пока мы добирались до следующей остановки, пещеры на одном из островов, наш филиппинский попутчик зажигал на борту. Все эти подъемы по лестницам его явно не интересовали. Подъем был как будто бы на 4-й этаж. Просто 2 минуты, и мы здесь. Вид красивый, конечно, но людей много. Это одна из немногих пещер в моей жизни, которая впечатляет. Посмотрите, какие снимки нам удалось сделать. Пещера, правда, впечатляет. Она просто огромная. Не знаю, если сравнивать, ну, наверное, стадион. Практически стадион. Здесь баскетбольный точно есть. Посмотрите, какая красота. А главное, здесь не жарко, здесь офигенная температура. Есть еще разные легенды про драконов, как вообще все это появилось здесь. Наш гид, если честно, нам ничего особо не объяснил, либо объяснил, но мы не поняли, что он объяснял. Если вы здесь были или вы знаете что-то про эти пещеры, можете написать в комментариях любые легенды. Мы любим легенды. Везде у нас есть четкий тайминг, и мы уже не видим хвоста нашей группы, поэтому у нас есть реальная угроза, что кораблик уйдет без нас, поэтому надо бежать догонять всех.
особенность путешествия в формате туристической группы – это то, что ты должен следовать таймингу и четкому графику. Нельзя вот так вот отщепениться, начать снимать для ютубчика, делать кучу фотографий классных. Нет, надо бежать тайминг. Ладно, друзья, хватит разговоров. Если мы еще не убедили вас в том, что эти места стоит посетить, давайте я просто покажу их с высоты. Объявили, что сейчас будет вечеринка, и угадайте, кто туда побежит первый. Чипсы какие-то. Арбузик. Представим, что здесь все-таки есть танцы. Ну вот и подошел к концу наш круиз. Я как организатор туров могу сказать, что на самом деле все очень круто организовано. Вовремя забрали, на комфортном автобусе довезли, что-то даже рассказывали. Еда, здесь покушайте, туда сходите, поднимитесь, все четко по таймингу. Даже в конце вечеринку нам устроили на закате. Вот за организацию, тем более учитывая, что это стоит $35, Человека. это просто как это невероятный вообще сервис. И это большой плюс для Вьетнама в целом. У нас вечеринка. Единственная трудность, с которой можно столкнуться при бронировании на trip.com, это оплата иностранной картой и отсутствие знания языка. Поэтому мы нашли для вас проверенный и качественный сервис по бронированию самых разных туров по Вьетнаму. Контакты мы оставим в описании под видео. Время 17:30, мы закончили наше путешествие и идем к автобусу. И нас ждет 2,5 часа обратно до Ханоя. После 2 дней экскурсий, каяков, подъемов и достопримечательностей мы хотели отдохнуть, а у каждого из нас свое представление об отдыхе. В каждом новом для себя городе я стараюсь находить бьюти-мастеров, спа-салоны и знакомиться со страной через подобный сервис. А я ищу самый необычный тренажерный зал и смотрю, как развита сфера фитнеса в той или иной стране. Мы с Денисом пошли на небольшой эксперимент, решили разделиться. Он отправился заниматься мужскими делами, качаться жестко. Страшно и ужасно, безобразно качаться, ёпта. Покажет вам качалку. А я пошла по девчачьим делам. Маникюр, педикюр. Хочу посмотреть качество сервиса, стоимость. И обязательно вам об этом всем расскажу. Я в предвкушении. Пока иду, замечаю, что город в каком-то необыкновенном, красивом таком цветении, как будто бы сирень, июнь. Ну, почти июнь, мы сейчас здесь в середине мая. Еще приятно, что здесь вокруг очень много цветочных лавок. Везде продают цветы, они свежие и очень красивые. А вот и салон, судя по количеству обуви, популярный. Пока была на процедуре, я заметила, что вьетнамки очень старательные, очень исполнительные и работящие девчонки. Мне даже показалось, что сервис чем-то похож на российский. За 1 час 15 минут мне еще нигде не делали маникюр и педикюр с массажем в 4 руки. К девчонкам постоянно приходили курьеры и приносили разные посылки с местного маркетплейса, и они весело хвастались обновками. Девушки в любой стране одинаковые. Я закончила педикюр и маникюр. Это все прошло так быстро, что я даже не заметила. Всего лишь за 1,5 часа мне сделали и то, и другое в 4 руки. Стоило это всего $14 за все услуги. Она сделала мне потрясающий массаж. Я сидела вся в мурашках. В том городе, где я живу, на Шри-Ланке, это бы стоило в 2 раза дороже. И я супер довольна.
Сегодня я решил пойти потренироваться в местном тренажерном зале, знаете, в таком трушном. Постарался найти самый аутентичный и самый андеграунд джим, которые есть в Ханое. Их не так много, культура здесь не так развита. И вот один из них, вот видите, находится в таком дворе. Вот там вот на самом верху. Мы посмотрим, что там внутри. К сожалению, мне не удалось встретить никого из местных представителей железного спорта. Было бы интересно узнать об индустрии именно через людей, которые тренируются, участвуют в соревнованиях и точно помогут составить правильную картину о силовом спорте во Вьетнаме. Но в это время в зале было больше туристов, чем местных, поэтому я сделаю выводы по своим наблюдениям. Тренажерных залов в Ханое немного, а тех, которые я нашел, нет признаков развития культуризма. Нет ни кубков, ни медалей. Но, возможно, тут есть несколько сильных атлетов, которые оставили свои следы на стойках. А тренироваться они приходят по вечерам. Ведь для кого-то приготовили эти вареные яйца. Такого, кстати, я нигде не встречал. Путь от тренажерного зала до места встречи со Светой проходил через квартал с кафе, в котором подают, очень негуманное блюдо. Не знаю, войдет ли это в выпуск. Света очень не хотела это видеть, но кажется, это собачья голова. Бля, они едят собак. Фак, я не буду снимать людей, потому что они на меня смотрят, что я с камерой. Вообще во Вьетнаме осталось всего 1-2 места, где все еще едят собак. Раньше их было сотни, но все больше и больше людей отказываются от поедания собак и признают их домашними животными. Но так круто, что все меньше и меньше такого остается вообще в целом и во Вьетнаме, и я надеюсь, что на земле. Да, это не самое приятное зрелище, но мы должны помнить, что это часть культурной особенности вьетнамцев. Некоторые жители страны считают, что это приносит им удачу и здоровье, а собак, которых они используют, они выращивают так же, как кур, коров и свиней. Так что осуждать их имеют право только те люди, которые отказались от любого вида мяса. И все же я рад, что по мере роста доходов населения и появления все большего числа домашних животных, потребление собачьего мяса сокращается. В поездке за то, чтобы собирать интересные места, классные кафешки, бронировать отели, отвечаю я. Обычно я собираю информацию с Ютуба, смотрю разных блогеров, черпаю всякую информацию, где вкусно, где классно. Смотрю Инстаграм, там нахожу всякие классные инстаграмные места. Я подумала, вы же должны получить какую-то пользу, не только от просмотра, но еще в каком-то материальном виде. Поэтому составлю для вас PDF-файл, в котором соберу все те места, которые мы посетили, которые нам понравились, которые мы можем рекомендовать как классные для фотосессии, для того, чтобы сделать там классные кадры, эстетичные места, где было максимально вкусно. Все это вы можете бесплатно забрать у меня в Запретграме за подписку. Просто напишите мне слово «Ханой», и я пришлю вам гайд. И раз уж мы заговорили о еде, давайте покажем те блюда, которые мы рекомендуем попробовать. Салат с говядиной, за которым мы возвращались несколько раз, в кафе Ban Bo Nam Bo. Супер быстрая подача и доведенный до совершенства вкус. Да, нам как белым тупицам дали ложки сразу же, но на самом деле мы легко обходимся и с палочками. А еще мы задаемся вопросами, как жить дальше, когда во Вьетнаме тебе еду приносят реально через 2 минуты после заказа. 2 минуты прошло, вот это уже все здесь. Ребята, и вот это блюдо они называют салатиком. Здесь просто все, здесь и говядина, и какие-то яблочки, и салатик, листья салата, и куча орехов насыпали, арахиса, ну и лапша, конечно же. Все это стоит меньше $3. Я думаю, что это их какая-то визитная карточка, они прям специализируются на этом блюде. Принесли реально за 2 минуты, просто мы зашли. Правда, на другие заказы он нам сказал просто нет. Говорит, нет, вот этого нет, вот этого нет. Я думаю, что они готовят вот одно блюдо, может быть 2, и делают это хорошо. Так что обязательно приходите в это место, попробуйте, если будете где-нибудь рядом. Мороженое Моти в Kem Trang Tien мы попробовали в первый же день и решили, что мы должны приходить сюда каждый вечер, чтобы попробовать все вкусы. Место с безупречным стейком, но с очень жирными столами. Сумо Чой стейк. Если вам удастся преодолеть свою брезгливость, то вы кайфанете от еды.
Мы заказали еду 3 минуты назад, вот не больше, может быть даже 2 минуты назад. Она уже здесь у нас на столе. Это стейки из мяса. Все выглядит очень аппетитно. Место совершенно непривлекательное. Можно сказать, даже я не сильно брезгливая, но здесь это даже как-то возрастает чувство во мне. Но выглядит все очень вкусно, и все места заняты. Просто все. Вот мы даже подсели за чей-то чужой столик. Мои первые впечатления об этом месте, то что здесь все жирное, вот прям все жирное, до чего не дотронешься, все жирное. Не сразу хотел садиться вообще, руки ставить не хочется. Как бы еда видно, что вкусная, но место явно пользуется популярностью, но все такое жирное и как-то так вот неоднозначно все. Ну ладно, сейчас надо как-то привыкнуть к этому и начать есть. Качество мяса очень хорошее. Говядина очень нежная, и здесь вот как бы остается выбор за тобой. Если хочешь, вот можно оставить на этом раскаленном камне, и оно доготовится, дойдет. Вон даже кровь сейчас пошла прямо на моих глазах. Если хочешь такое более вот с кровью мясо, то можно не ждать и сразу начинать кушать. Ну, прикольная концепция, то есть как бы все круто. Я даже не знаю, можно ли решить эту проблему с жирностью вот этой. Я не знаю, как тут вытирай, не вытирай, как это все сделать. Так много людей, что они просто не успевают даже протереть столы. Он сейчас перед нами взял салфеточку, такой протер, но я, в принципе, точно так же бы и сам бы мог сделать. Еще я соблазнилась едой у соседа. Это такая запеченный сифуд с сыром. Смотрите, как все тянется. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, выглядит ужасно вкусно. Просто что может быть лучше? Можно подумать, что я в Грузии. Так, вижу красивую сочную креветку и сейчас буду пробовать. Это очень вкусно. Надо еще с хлебом, прям будет бомба. Будет хачапури. 350 донгов нам обошлась вся эта еда. 2 стейка, целая сырная тарелка с креветочками, какие-то соусы трюфельные, соусы местные, вкусный багет, вкусная булочка. 350 донгов — это $14. По-моему, офигенно. В местечке Майбо Дайлон мы ели блюдо Майбо Дайлон. В общем, не запутайтесь. Грамм 200 говядины в бульоне с овощами и зеленью, сидя на маленьких стульчиках посреди Ханоя. Объедение. Культовая кофейня с очень скромным, едва заметным узким входом кафе Гианг. Здесь подают кофе по вьетнамскому ГОСТу. На выходе из этого кафе вы можете получить медаль. Но не то, чтобы получить, а купить. И не совсем медаль, а мучную монету с плавленным сыром за $1. Нужно ли описывать этот вкус? За европейским завтраком мы отправились в кафе Lifted Coffee and Brunch. И были довольны. А еще мы попробовали суп фо, десерты шу, банбо намбо в других местах, соленый кофе, банми, жареную лапшу в Нинбине с прекрасным видом, пробовали креветки, морепродукты на корабле во время поездки в Халонг-Бэй и, конечно же, отведали легендарную банчу. В общем, вся эта информация и не только собрана в нашем бесплатном гайде по Ханою. Подписывайтесь и забирайте запрет Грамми. С таким количеством уличной еды и средним чеком от $3 до $5 складывается впечатление, что местные жители совсем не готовят дома. Да и сложно представить, где они размещают кухню. Посмотрите на их узкие дома. Прям какой-то Амстердам во Вьетнаме. Такие узкие фасады объясняются дополнительным налогом за ширину, поэтому фасад типичного дома имеет ширину 3-6 метров. Зато в длину, то есть вглубь двора, дом может тянуться на 20 метров. Кстати, такая практика до 17 века существовала и в Европе, поэтому подобные узкие дома сохранились во многих европейских городах. И чтобы понять, стоит ли заморачиваться с кухней, мы зашли в местный супермаркет и посмотрели цены на их основные продукты питания. Так как мы говорим о ценах, хочется посмотреть, сколько стоят разные товары. Вот самое то, что мы обычно покупаем в наших городах: молоко, стиральный порошок, хлеб, ну и всякое такое. Пойдем посмотрим. Залетайте. Апельсинки 79 тысяч. Это почти $4. $3,5.
2,70. Нас, кстати, просили в предыдущих выпусках указывать цену в долларах, а давайте мы так и будем делать. Будем говорить в местной валюте и в долларах, а на рубли будете сами переводить. Вот гуавки. 1 килограмм гуав меньше $1, 19 900 донгов. А яблочки в то же время, вот яблочки, кстати, здесь дорогие, 110 тысяч донгов, это больше $5. Около $5, нет, чуть меньше $5. Минут 10-15, минут 5-10. Грудка стоит 1 килограмм 112 тысяч донгов. Вот килограмм свиного фарша это $5. Российское подсолнечное масло рафинированное 59 тысяч, это $2,5. 2 с небольшим. Яйца C1, я думаю, стоят 32 тысячи. Это получается $1 и еще чуть-чуть. Кстати, здесь нет такой фишки, чтобы на товаре была цена указана, то есть надо искать. Скорее всего, от магазина к магазину цена будет меняться, поэтому мы зашли в Винмарт. Это такой популярный аналог, ну, наверное, пятерочки у нас, если сравнивать, или Дикси. Короче, ферментированное молоко без жира $1, 27, чуть-чуть с небольшим, короче, чуть больше $1, вообще совсем чуть. Обычное молоко в пакете, литр, такая прикольная упаковка здесь. 35 тысяч стоит это самое бюджетное молоко. Мне очень нравится мочи, давайте возьмем, они стоят $2. Это такие пироженки из рисовой муки, хлеб, 8 тысяч донгов, это $3. Вот, а черного хлеба, как всегда, в Азии нет. Поэтому наслаждайтесь своим дарнинским у себя дома или бородинским. Смотрите. Еще интересная штука, что деньги во Вьетнаме сделаны из пластика. Поэтому они все такие чистенькие, новенькие, кстати, кроме вот этих тысячных. Они, наверное, еще из бумаги сделаны. А вот эти вот из пластика. И здесь вы можете почувствовать себя миллионером. Я уже столько миллионов здесь просадил. Вот так. То есть вы поменяли $200, и у вас 4 мульта. Пошел чипсы покупать. Ханой нельзя назвать высокоэтажным мегаполисом, и на первый взгляд может показаться, что здесь нечего делать. Но дальше мы расскажем о других местах, куда вы тоже можете заглянуть. Например, винтажные магазины. А в них, вы сами понимаете, это целое путешествие. Начиная с этого выпуска мы вводим новую рубрику на наш канал «Делай или плати». Мы предлагаем зрителям участвовать в наших путешествиях и давать нам задания на поездку. В комментариях под этим выпуском вы пишете неожиданное действие, например, «Купите ключ на 17» или «Найдите зеленую подводку для глаз» или, например, «Станцуй с местной пенсионеркой». Именно через эти задания мы будем с нового угла узнавать страну, ну и веселиться. Затем в самом начале нового ролика мы случайным образом выберем одно из заданий и его выполним. Я на это надеюсь. А если не выполним задание, то отправим 5000 рублей тому, кто это задание придумал. А если выполним, то отправим открытку тому же автору, где поделимся впечатлениями о задании. Теперь дело за вами. Пишите ваши варианты под видео. И чтобы быть последовательными, начнем с почты, где мы уже отправляем открытки тем, кто выиграл их в прошлом розыгрыше в нашем телеграм-канале. Нашим подписчикам мы отправляем открытки из Ханоя. Вот, смотрите, International Box. Все должно сработать и дойти. Так что пишите комментарии и ждите свои открытки. В Ханое мы посетили очень необычный храм. Это Конфуцианский храм литературы, где находится Имперская академия, первый национальный университет Вьетнама. Храм был построен в 1070 году во времена правления Линь Ян Тонга, и это один из немногих вьетнамских храмов, который посвящен Конфуцию и его ученикам и последователям. На его территории полным-полно разнообразных павильонов, холлов, статуй, стел и так далее. Тут проходят церемонии, учебные занятия и даже экзамены. А еще здесь можно попробовать выполнить одно из упражнений, скорее всего, из урока по физкультуре. Возможность попробовать что-то, что я никогда в жизни не пробовала. Ходули. А как, наверное, на них надо... Вот так вот ее обхватывать. Как? А, вот так? А, вот так. А может, вот так? Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Подожди, ну я же должна подняться сейчас. Это не так просто, как я бы хотела. Я хочу, чтобы у меня получилось. Но я должна сразу пойти, да?
страшно, у меня камера еще. Могли бы здесь, конечно, организовать какие-то курсы, обучение? Я посижу. Отпускай-ка. Отпускать? Да. Попросим у этого прекрасного алтаря, украшенного Winter Mellow напитками газированными и печеньками, миллиона просмотров этого видео. И надо обязательно черепашечку. Ой, она болтается. Если вы хотите увезти какой-то практичный сувенир из Ханоя, обязательно загляните в лавку с посудой. Здесь огромное количество тарелочек и чашечек, расписанных вручную местными мастерами. Мало того, что здесь потрясающая посуда, здесь еще невероятный интерьер, и хочется фотографироваться в каждом углу. И таких желающих здесь много. А я ухожу довольная. Ночная жизнь в Ханое отличается от ночной жизни, скажем, в Бангкоке. Но, тем не менее, здесь есть очень популярное ночное место, которое мы тоже посетили. Ночной рынок — это очень просто, это рынок ночью. Здесь есть все, здесь есть духи, часы, штаны, одежда, всякие шапки. В общем, все сувениры, которые вам нужны, может быть, вам наушники нужны, может быть, очки какие-то. Конечно, все это вьетнамского качества, но на самом деле оно неплохое. И сам прикол в том, что можно просто гулять вот это километр, всю эту аллею идти и смотреть на всякую фигню. И что мне нравится, никто не заставляет тебя ничего купить, то есть никто ничего не втюхивает, просто гуляешь. И еще и улица перекрыта, нет тук-туков, байков, ничего нет такого. В общем, прикольное развлечение на один из вечеров. Я макну просто вот сюда вот так. Смело. Это было не просто смело. Это похоже на рыбные котлетки из детского садика, зеркальные, как фунчозы. Первый готов, вторую пробуем. Сразу закусываем зеленушкой. Это похоже на вкусные говяжьи котлетки, очень сочные. Короче, все котлетки. Сочные котлетки, которые замочили в каком-то бульоне, представляете? Я думаю, что это надо смешивать, и тогда будет просто супер классно. В этом и заключается, на самом деле, большинство блюд. Очень сочно, очень много бульончиков. Здесь вот еще, мне кажется, это бекон, наверное, который мы тогда ели уже по пути. Место однозначно рекомендую. Не, правда, очень вкусно. Продолжаю сидеть и есть эту бунчу, и мне кажется, что бунча — это какая-то такая традиция, потому что очень много здесь еды. Блюдо нужно есть долго. Вот самое главное — не торопиться, то есть приходить, красивой девушкой, возможно, сидеть, общаться, может быть, вы с друзьями придете или с семьей, то есть с кем бы вы ни пришли, вот так вот на желтых маленьких стульчиках можно посидеть, обсудить, посмотреть что-то. Вот люди сидят, никуда не торопятся, вот посмотрите. Вот это то, что в целом выделяет вьетнамцев, да и вообще азиатов. Они никуда не спешат. А прежде чем поехать на ночной рынок, можно посетить одну из самых популярных точек города. И мы приехали на еще один туристический аттракцион в Ханое. Это железная дорога, которая проходит по самому центру старого города. Она вся украшена, просто светится всеми фонариками разных цветов. Это очень красиво и необычно выглядит. Все здания, которые расположены здесь буквально в метре от дороги, это кафешки, везде сидят люди. В общем, очень классно. Мы приехали без 10:09 вечер, все красиво светится. Советуем вам тоже так приходить. Мы уже успели сделать классные фотографии, теперь ждем, когда проедет поезд, и пойдем кушать. Вот и все.
чисто случайно мы набрели на супер классную смотровую площадку за наблюдением за поездом. Вот, собственно, здесь идет поезд, а вот здесь, смотрите, есть расписание, вот оно у вас на экране. Можете посмотреть, во сколько идет поезд. Здесь же можно попить яичный кофе, который мы везде вам рекомендуем. И здесь же есть еще и Wi-Fi бесплатный, если вдруг вы тоже без сим-карты. Ну, по-моему, это самое классное место. И народу не так много. Смотрите, вот так вот это будет выглядеть. Все там, все вон там вот стоят. А мы здесь одни. Кстати, фоточки можно посмотреть, которые у нас получились. О, светилки! А у меня в Инстаграме тоже будут. В этом выпуске мы исследовали север Вьетнама и его столицу Ханой. Нашли лучшие заведения, узнали о ценах, увидели великолепные виды и просто хорошо отдохнули. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на канал и пишите ваши пожелания в комментариях. Ну и, конечно, как всегда, Будьте смелее, путешествуйте.